Через 2 недели Нуралишке уже 2 года. 1 ноября. Ну, про диагноз я узнала только год назад, когда я его только родила. Его положили просто на столик, и он там спал на столе. А там лампа такая, ну, чтобы было тепло. Тут, когда проверяют температуру, в роддоме же каждые сколько-то часов должны проверять температуру, и там проверили температуру, а у него 38,9, 39. Все врачи в шоке, я вообще не понимаю, что там происходит. Потом его раздели, быстро сделали обтирание влажными салфетками, просто теплой водой, обтиранием, раздели, положили, он такой маленький, в люльке лежит, и мерят температуру, спустя минут 10-15 у него сразу же упало до 35. Вообще, если у ребенка, ну, она же не должна так быстро падать. С 39, например, до 35 сразу же. Врачи сразу сказали, на следующий день будем брать анализы. Анализы взяли, все нормально. Делают укол, берут анализы, тоже так же. Он не плачет, как спит, так и спит. Все дети кричат, плачут, а Нурали как спал, так и спал. Мы выписываемся с больницы, приезжаем домой. Дома все как обычно, все нормально. Ну, бывает, местами он перегревается. Я уже начала понимать, что ему нельзя так сильно одевать его, что он просто перегрелся. Мы начали ездить постоянно в больницу, ходить анализы сдавать. Тогда я заметила, вот на коленях сидит, ему с пальчика берут кровь, он даже не вздрогнул. Как сидел, так и сидел. Ладно, еще мне это сказала лаборантша. Ой, молодец, не плачь. Я думаю, что он так... Ну ладно, уколы ставят, он заболел, пневмония у нас была, уколы ставят, он не чувствует. Все плачут, дети, он не плачет. А вот в 4 месяца, как он себе вырвал зуб, у него были 2 молочных зуба, которые вышли первые внизу. Он играл резиновой 8 игрушкой, которая для зубиков грызть. Он ей, получается, вырвал. Потом пошел также второй, упал, расшатался, третий вышел, третий, четвертый, пятый, и до 6-го зуба у нас они сами по себе падали. Стоматологи сказали, что они даже не развиваются в корне. Вот сейчас они выходят, дальше они не прорастают и падают. Слабые. В январе мы попали в больницу с пневмонией, заболел он, попали в больницу, и меня мучило то, что почему у него температура не падает. Врач нам говорит, что буду повышать антибиотики уже на сильные, потому что температура неделю уже держится. А я вижу по ребенку, что как бы состояние у него уже нормальное. В начале 3 дня он, конечно, я видела, что он как бы болел, а потом уже у него нормальное состояние, он играет, все активное, но температура не падает, потому что солнце прям в палату. Я говорю, у нас говорю, есть такое, что он перегревается. Так я в интернете смотрела, и мы наткнулись на статью, девочка со мной лежала в больнице, на статью, как про одну девочку рассказывают, статья такая с Московского института, какой-то хирургии, что ли, рассказывают, врач говорит про девочку. Врожденной нечувствительности к боли с ангидрозом, поломка в гене НТРК1. Я начинаю читать анамнез, а в анамнезе пишут, что ребенок, все так же, как у нас. Я читаю там вот так вот. В возрасте 4-5 месяцев ребенок вырвал себе зуб. С рождения у него центр терморегуляции, ангидроз, он не перегревается, на холод у него падает, на жару у него поднимается до 40, до 41. Дальше неизвестные красные пятна на лице появляются, выходят, тоже так же, как у нас. Жевание щек, пальцев и языка, точно так же, как у нас. Все, что там говорит со слов матери, со слов врачей, все это я читаю, у меня, я понимаю, что это про моего ребенка. И в конце еще такое, что я сразу ввожу в интернете прочитать про этот диагноз, и там выходит, что этот диагноз очень редкий, поломка такого-то гена, что с таким диагнозом страдает только около 100 человек в мире.
Конечно, я не хотела в это верить, но я понимаю, что все описание подходит под моего сына. Об этом диагнозе вообще я никогда не слышала и не думала, что может быть такое. Я беру сына, еду в Астану. Генетику. Мы все подготавливаем, я ей говорю, что я хочу сдать на этот диагноз, на этот ген. Она мне предложила сдать на общую нервно-мышечную панель. Там выйдет и этот ген, и другие. Вдруг этот ген не подтвердится, что постоянно не сдать. Мы сдали на 361 ген. 361 ген в Москву отправили, ждали 3 месяца. 31 января мы сдали, 9 мая ко мне пришли результаты. Тут же я открываю его. Я-то не понимаю на латинском там как написано же. И я это сразу ее переотправила генетику. Но когда я читала, хоть и на латинском, там вот что-то такое было, вот ДНТРК-1, я так и поняла, что, скорее всего, его подтвердили. Но все равно отправила быстренько генетику. Генетик спустя время, она говорит: Сара, я сейчас посмотрю и перезвоню вам. Она мне звонит и говорит: да, к сожалению, ваш диагноз подтвердили. Написали, что де-нова. Скорее всего, это новая мутация только у вас с мужем. Получается, это же вообще наследственное заболевание. Но я ей задаю вопрос, может ли это отразиться на моих внуках или же на моих других детях. Она говорит: вы вполне можете родить здоровых детей, так же, как и здоровые внуки, потому что написали, что там де-нова. Если де-нова, это только с ним, вот у Нуралишки только такая мутация, что она не может передаться другому. Полный диагноз – врожденная нечувствительность к боли с ангидрозом. Ангидроз – это то, что он не потеет, нету слез. Плюс еще у нас задержка речевого развития, психомоторного развития. ДЦП, атонику, астатической формы нам ставят под вопросом. Но внутренних пороков у нас нету. Лечение мы лечим его симптоматически, то есть его сопутствующие, если есть какие-то где-то он простыл, или же его эти болячки на руках, там язык такой, да. А чтоб таких прям лекарств я ему не давала. Чтоб вот мне говорили неврологи дать ему лекарства противосудорожные, да. Зачем? Он у меня она будет, наоборот, тормозить, мне кажется, его развитие. Потому что он же мне судороги не дает, хотя в ЭЭГ есть эпиактивность, но она не такая прям, он не дает приступы, но где-то есть волны. И мы стараемся каждый месяц-два проходить реабилитации. Реабилитацию мы проходим в Астане. В республиканском детском центре. Очень хорошие специалисты. Там мы проходим по квоте. Плюс еще, если дополнительно мы берем себе на платном, это иглоукалывание. С помощью иглоукалывания я верю, что мы сможем, может быть, хоть какое-то разбудить его чувствительность. Потому что, когда ему делают точечный массаж, он не плачет, а смеется. А иголки, получается, он даже нет. Ему тук-тук положит, он лежит спокойно. Эффективность хорошая. Насчет иглоукалывания, я не знаю, просто я когда езжу, я же постоянно все в комплексе беру. Я не знаю, откуда это именно пошло, но мы последняя наша реабилитация, мы были у Бауыржана Дамировича в Астане, у другого, получается, мы поехали туда в Астану, сняли квартиру, и начали к нему ходить. Он после его методики начал у меня на четвереньки вставать, но не поднимать голову, раскачиваться уже. После этого мы приехали домой, мы начали с ним прям каждый день заниматься дома. 20 дней мы занимались, 10 дней мы отдыхаем. Если 10 дней занимаемся, 5 дней отдыхаем. То есть ребенку нужно давать выходной. Я думаю, что Бауыржан Дамирович все-таки нам
помог хорошо. И дальше он сказал, если ты дома будешь заниматься, вот ты увидишь результат. И мы вот дома занимались. Сейчас Алажса, как будет возможность, мы хотим поехать. Вообще планировали в Челябинск, но не получилось в связи с карантином. То, что границы, Россия же не открывала еще границы, вот она недавно открыла, а уже сейчас у нас прошло время, на которое мы записывались на сентябрь. Летом мы не можем выезжать никуда, потому что летом я с ним так, чтобы ходить, получать, я не могу из-за его температуры. Только такой вот нам реабилитации нужны осенью, весной, зимой, летом, потому что он постоянно температурит. Такое летом лучше дома. МЦ Сакура, там платная реабилитация по СНГ, она очень, как сказать, ну очень даже хорошая, куда мы можем себе позволить поехать и по дороге, то, что близко, и получается, по деньгам там они посчитали курс, 10 дней курса около 600 тысяч. Это без проживания, это еще плюс то, что проживание и там прям предоставляют гостиницы, квартиры рядом с этим же центром, кто приезжает заранее. Только из Махачкалы вот девочку я нашла. Мы с мамой общаемся, поддерживаем всегда связь. Патимат, мама ее, она мне всегда, что меня интересует, например, там где-то он, когда язык покусал, я же не знала, какие мази, что мне делать. Я сразу же позвонила ей, отправила фото, что мне делать. Она сразу же мне посоветовала мази, я сбегала, все купила, начала лечить так. И сейчас мы каждый раз с ней переписываемся, общаемся, как бы друг другу подсказываем, она меня поддержит, потому что она уже, девочке уже Аймине, ей 19 лет, и мама ее меня поддержит чисто по-женски, как можно и с ребенком, и зарабатывать, и с ребенком сидеть, смотреть. За нашими детьми нужен особый уход. Если обычный ребенок требует внимания, то наши дети именно с таким диагнозом, мне кажется, они требуют особенного ухода, контроля, потому что они не чувствуют горячее, например. Сильно горячее, например, там они пойдут, могут схватить сковородку или чайник. Вот это все нужно всегда убирать, контролировать, смотреть. Или там руки постоянно, чтобы не покусали. Или температуру, опять же, температуру постоянно смотреть, контролировать, как тепло, холодно. Ну и чтобы не сильно жарко было, и не чтобы сильно холодно. Ну, наука, медицина говорит, что бессильна насчет этого диагноза. Но я научила, как бы, если вначале я переживала, думала, что мне делать, вот куда идти, куда бежать, да, я постоянно ходила, думала, искала врачей. Сейчас у меня такого нету. Сейчас у меня, я приняла его диагноз. Мы учимся жить с этим диагнозом. Я хочу его научить самостоятельности, чтобы он у меня мог сам себя обслужить, сам включить себе свет, покушать, да. Самое главное, мне кажется, да, чтобы я его научила жить в этой окружающей среде. То есть научить его, что если даже он не чувствует, что это холодное или что это сильно горячее, да, но это нельзя, это горячее. Чтобы он знал, чайник это горячее, все, значит к нему нельзя подойти. Или газ. Есть такие, невролог мне говорил, что есть такое, что дети подходят, руки к газу вот так вот ставят и смотрят, как она горит, и не чувствует. То есть показать ему, что это, ну вот газ это плохо, типа это холодно, это горячее, туда нельзя, это опасно. Вот, и план действия у нас сейчас самое главное реабилитация. Самое главное развить его мозг, интеллект и укрепить его мышцы спины, ног, чтобы он у меня пополз, потом пошел.